Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Максименко, и сегодня мы готовим борщ по-кубански. Борщ готовим из расчета на 4 литра, на вот такую примерно кастрюльку. Для этого нам понадобится для приготовления бульона свиная рулька. Можно готовить на любой, кто что любит. Говядина, курица. Я люблю со свининой. Так как мы живем на Кубани, потомки хохлов, мы любим свинину. 3 небольших картофелины. Я уже все почистил, просто чтобы вас не затягивать в ваше время. Значит, пол болгарского перца, борщевая свекла, винегретная, это получится свекольник. Мы используем борщевую свеклу, 2 небольших луковицы и морковь. Никакой томатной пасты, используем только свежие томаты. Берем самые дешевые, чем кислее, тем лучше. Я в данном случае взял сливку. Я ее уже приготовил. Ну, естественно, капусту. В данный период это белокочанная, тугая. Весной я использую молодую зеленую капусту. То есть на первом этапе, естественно, мы варим бульон. Ложим рульку, наливаем воды. Рульку, конечно, лучше порубить на 3 части. Просто так получилось, что топор включил. Наливаем воду, ставим. Здесь небольшая фишка. Помидоры сразу кидаем варить вместе с рулькой, чтобы у нас сразу был насыщенный бульон томатный. На 4 литра примерно 6 средних помидоров. Все закрываем и включаем. Варим примерно 2 часа. Я варю, пока мясо с кости не начнет отползать. Практически до размягчения кости. Это считаем, что мы сварили бульон. Еще одна фишка. Пока варится бульон, мы приготовим свеколку. Свеколку нарезаем мелкой соломкой. Кто-то трет на терке. Я на терке не люблю. Люблю порезать. Примерно вот так будет достаточно. Фишка в чем? Мы ее высыпаем вот так в тарелочку и заливаем холодной водой. На время приготовления бульона она у нас будет стоять в холодной воде. Это нам позволяет при варке, она не будет как тряпка разваренная, она будет хрустящая, у нас сохранится красиво. Все, примерно будет вариться 2 часа, пока я вас покидаю, пока варится. Наш бульон готов. Прошло примерно 2 часа. Вот так примерно выглядит рулька после варки. Мы ее ложим на охлаждение. Чуть-чуть присолим. Чуть-чуть прямо со всех сторон. Пусть она напитывается. Вот. И в это же время мы вытащим помидоры. Помидоры сварились, приобрели консистенцию, какая нам нужна. Вот примерно вот в таком состоянии. Это все готовилось у нас на медленном огне. Постепенно, потихоньку. Их можно немножко отжать, потому что в последующем мы их будем пассеровать, и нам в сковороде в принципе вода не нужна. Поэтому можно из них сразу вот так вот немножко выдавить сок, слить назад. Да что ты падаешь? В таком состоянии мы их оставим. Так, в это время добавляем огонь, делаем большое кипение. И
приготовленный бульон мы ложим картофель. Картофель ложим целиком. В борщ мы картофель не режем. Потом его мнем, когда он уже будет готов. Это небольшая такая фишка. Закрываем крышкой и оставляем кипеть. А в это время мы готовим заправку для борща. Это основное, от чего зависит вкус. Бульон и заправка. То есть, где он? Ставим, в принципе, на сильный огонь. Кто в сковородке, я люблю в сотейнике. То есть овощи, это не поджарка, как для супа, это заправка. То есть овощи не жареные, а пассерованные. Ну, тушеные овощи получится. Немножко масла. Закрываем. Режем сюда лук. Ну, кубиками. Просто кубиками. Можно не мелко, не важно. Вот так вот примерно. Лука достаточно. Отправляем его в сковороду. Болгарского перца чуть-чуть. Перчика чуть-чуть. Тоже такими небольшими кубиками. Вот эту часть, к примеру, мы отправим на пассеровку. А вот это мы отправим варить. Вот в это время у нас уже бульон закипел. Мы немножко его уварим. Там варится картошка. Да. Так для нас понадобится. Не всю. Примерно вот пол морковки. Ну, можно всю. Можно не всю. Примерно вот так вот. Отправляем ее тоже в сковороду. Подготовим помидоры. То есть нам надо с помидор отделить кожурки. Кто-то любит с кожурками. Я не люблю с кожурками. Я люблю вот это все грубое отделить. Вот важно, когда варили помидоры, нужно заднюю часть у них было обрезать. Тогда кожурки отделяются легко. Если заднюю часть не обрезали, они там держатся. Вот как, например, на вот этом вот плохо обрезалась она, теперь приходится ее колупать. Ну, вот там у нас уже постепенно пассируются овощи, лук с морковкой. Сейчас мы туда кинем помидорки. Это у нас и будет заправка. Вот, немножко помнем, чтобы они были как бы не целиком в борще, а немножко примятые. Ну, как типа томатная паста, только какая изготовлена вот из свежих помидор. Все, их высыпаем сюда в сотейник. Все это дело мы перемешиваем. Там у нас кипит картошка в это время. Здесь у нас пассируются помидоры. Сюда же мы добавляем вот перчика болгарского. Соломку мелко режем. Любой можно использовать. Красный, желтый. Я люблю желтый. Ну, не знаю, там вроде вкусовые качества одинаковые. Ну, как-то вот я привык вот такой перец брать. Сюда его кидаем. Все. Здесь у нас заправка готовится. Все, больше для заправки ничего не надо. Вот она немножко кипит. Мы ее крышкой закрываем. Все, заправка готовится. В это время мы сливаем свекла. Свекла у нас стояла, как вы помните, 2 часа, пока варился бульон. Мы свеколочку сливаем, чуть-чуть отжимаем и отправляем в наш бульон. В это время, когда у нас пассируются овощи, готовится бульон. Что-то у нас перестал кипеть. Добавим.
мы режем капусту. Капусты немного. Вообще, как бы, вот та пропорция, которую я вам показал, можно, в принципе, даже чуть-чуть меньше. Я люблю борщ, густой борщ. Кто-то любит, может, более жидкий. Я вот готовлю ту консистенцию, которая мне нравится. То есть борщ не будет слишком жидный, ну не густой, что будет как салат, что ли, или как обозначить это, я не знаю. Будет средней консистенции. То есть вот капуста примерно вот так. Капуста у нас уваривается хорошо. В принципе, можно еще чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть покрошить. Ну, вот так будет достаточно. Так, у нас все готово. Теперь мы просто следим. Следим за пассерованием наших овощей. Включим вытяжку. Бульон у нас закипел чуть-чуть. Убавим. Овощи у нас пассируются. Да, в это время, когда у нас все это варится и бурлит и кипит, можно разобраться с рулькой. Мы в этом случае просто обрезаем мясо с кости. Берем его, даже не обрезаем, а отбираем. Вот так вот вилкой. Просто кусочками любыми, как угодно, не обязательно. Оно просто разваренное, как оно отстает, так его в принципе и делаем. Вот, и его можно, в принципе, что-то сильно закипело, но ничего страшного в этом нет. Его, в принципе, можно сразу отправлять в борщ. Кусочками, потом при разливании, там кому сколько нравится, побольше, поменьше. То есть там уже дозируем мясо при разливании по тарелкам. Я люблю побольше, например. Я мясной человек. Жена вообще не любит. Она вообще готовит борщ постный. Кстати, постный борщ тоже очень вкусный, то бишь бульон не мясной. Просто наливаете воду, кидаете помидоры, варите их 2 часа. Причем все точно так же, только и тоже получается вкусно. Но это не мой борщ. Это она готовит, когда меня нет. Ну вот примерно и все. Здесь осталось у нас на кости, в принципе, только жилы, и там жир. В принципе, его можно не кидать. Вот, смотрите, друзья, то есть борщ у нас кипит, картошка полуготова, мясо там уже присутствует, овощи запассеровались. Вот в таком варианте мы в овощи льем пару вот таких ложечек бульончика. Немножко я разлил. Чуть-чуть льем бульончика. Немножко мы его подкипятили. Это, в принципе, можно у нас уже выключить. Все, вот заправка для борща, вот это готово. Вот лук, он такой полувареный, помидорки, болгарский перчик и морковка.
здесь присутствует. Вот в таком виде это готово. Все, это все мы отправляем к нам в кастрюлю. Получилась у нас вот некая такая консистенция. Видите, он такой, скажем, не сильно густой, но и не жидкий. Не просто вода. И в это же время мы отправляем туда капусту. Кастрюля у нас получается полная, но капуста у нас уварится, и у нас будет самое то, что надо. В таком виде это происходит. Все в таком виде оставляем, посолим, ну, щепоть и еще одну щепоть. Я уже знаю, что это будет, ну, для меня это будет нормальная консистенция соли. Я потом в самом конце уже попробую, если что не так, я ну досолю немножко. В принципе, этого будет достаточно. Все, крышкой не накрываю, будет сильно оно через нее этот. Чуть-чуть добавим огня. Значит, про зелень. Зелень я использую для борща, то есть укроп и лук, зеленые перья. Тут я ее уже порезал. Можно добавить петрушки там, не знаю, кто на что способен. Но я считаю, не знаю, петрушку мы не любим. В моем варианте перья зеленого лука и укроп. Вот. Но прежде чем добавить зелень, я добавляю зелень на последней стадии готовки борща. То есть все, борщ готов в принципе. Часть зелени я добавляю сразу, часть ложу свежей в борщ, когда уже подаю. То есть, но прежде чем, мы же помним, что мы кинули туда вариться картофель целиком. И прежде чем кинуть зелень, достаем картофель и мнем его. То есть вот картофель мы вот так вот переминаем, он уже у нас готов. Просто его вот так вот ложкой, там, ну как можно мельче, кому как нравится. И назад отправляем. То есть вот так потихоньку мы достаем все 3 картофелины из нашего борща. Вот еще одна. Кто-то любит картошки поменьше. Кто как. Можно вообще одну кинуть. Можно самую маленькую. Не знаю, у меня сын любит, чтобы была картошка. Поэтому как бы мне не принципиально. Вот любят люди так, я ложу так. То есть видите консистенцию нашего борща. Да, вот про что я хочу сказать. То есть он не густой, чтобы прям чтобы, блин, салат. Но и не жидкий. Вот последняя картошка мы ее помяли. Туда-назад опустили. Ну, немножко. Вот консистенция борща. Ну, я еще раз повторяю, это все сугубо индивидуально. Я люблю такой. И в моей семье любят борщ такой. Кто-то любит жидче. Кто-то, наоборот, очень густой. Мне вот такая консистенция нас устраивает. Будем так говорить. Это на любителя. Вот, ну вот, чтобы вы видели, вот такая. Все, он продолжает кипеть. В это время мы туда отправляем нашу зелень. Зелень мы кинули. Все, борщ готов. Ну, я в самом конце, для убедительности, опять-таки, своего мастерства, попробую на соль. Чуть-чуть подсолю. Чуть-чуть. Ну, примерно вот так вот. Чуть-чуть подсолю. Все, наш борщ готов. Вот в таком виде мы его накрываем крышкой. Полностью убираем огонь. Все. И даже я не оставляю на горелке горячей, потому что я люблю немножко хрустящую капусту. А если оставить вот так настаиваться на горячей горелке, да, капуста превратится в мягкую такую штуку. Ну, мне это не нравится. Я люблю хрустящую капусту. Поэтому я его просто убираю. Оставляю. Все. И он настаивается, ну, хотя бы 20 минут. Вот в горячем виде, не разливаем.
20 минут настойки ему надо дать. Так, ну в это время мы порежем лучок. Вот это то, что мы бросим в зелень, в борщ при подаче на стол. То есть, когда я буду подавать, я люблю вот так вот порезать. То есть, перья мы бросили в борщ на последнем этапе готовки. А вот белую часть, так сказать, корешки, вот так вот я делаю в тарелочку. Вот. И вот это вот все мы бросим в тарелку, ну, по тарелкам там, по чуть-чуть при подаче уже к столу. Ну, пока все, ждем, пока борщ настоит. Друзья, наш борщ готов. Приглашаю вас к столу. Аромат. Обязательно к борщу. Сальцо. Сюда чуть-чуть лучка. Я обожаю это дело. Со сметанкой. И естественно, вот эту вещь. Это к борщу первое дело. Приятного аппетита!